Мы находимся на руинах Ниневии, древней столицы Ассирии, проклятой библейскими пророками, и под нашими ногами хрустит не просто песок и сухая трава, а сама история. Потому что именно здесь, среди разрушенных стен и занесенных пылью холмов, в середине XIX века произошло событие, которое навсегда изменило человеческое представление о прошлом и о месте человека во Вселенной. Молодой британский археолог Остин Генри Лейярд, ведомый амбициями, жаждой открытий и необходимостью оправдать дорогостоящую экспедицию перед попечителями Британского музея, наткнулся на холм Куюнджик и начал копать, рассчитывая найти впечатляющие артефакты — статуи, крылатых быков, золото или любые материальные сокровища, способные подтвердить значимость его работы, но обнаружил нечто гораздо более ценное и одновременно тревожное — библиотеку, около 25 тысяч глиняных табличек, разбитых, обожженных в древнем пожаре и покрытых странными клиновидными знаками. Это была великая библиотека царя Ашурбанипала, и тогда никто не мог знать, что эти неприметные фрагменты глины содержат тексты, которые заставят историков и филологов заново осмысливать истоки цивилизации, потому что среди тысяч скучных административных записей о зерне, стадах, налогах и хозяйственных делах скрывались повествования о существах, которые, по верованиям древних, правили миром задолго до Яхве и Зевса, задолго до того, как, по мнению науки XIX века, вообще возникла цивилизация, и имя этих существ — Ануннаки. Десятилетиями о них говорили лишь в контексте фантастики, псевдонаучных теорий и спекуляций о загадочных небесных пришельцах, но если обратиться к академическим переводам ассириологов из университетов Пенсильвании, Чикаго и Гейдельберга, то становится ясно, что шумерские и аккадские тексты действительно рисуют сложную картину мира, в которой человек не является венцом творения, а занимает подчиненное место в космическом порядке. Чтобы понять глубину этой проблемы, необходимо начать с фундамента — языка. Шумеры, народ, впервые записавший имя ануннаков, остаются одной из величайших загадок древности. Их язык, эмигир, является изолятом, не имеющим известных родственников, тогда как вокруг него существовало море семитских языков — аккадский, древнееврейский, арамейский, протоарабский, связанных общими корнями и структурой. Шумерский стоит особняком, агглютинативный, чрезвычайно сложный, с неизменяемыми корнями и длинными цепями префиксов и суффиксов. И историки называют это явление шумерской проблемой. Этот народ появляется в Южной Месопотамии, в болотистом междуречье Тигра и Евфрата, в IV тысячелетии до нашей эры, называя себя черноголовыми, а свою землю — Кенгир, и появляется не как разрозненные племена, постепенно осваивающие ремесла, а уже с развитой системой письма, колесом, технологией обжига кирпича, ирригационными каналами, храмами и городами, что создает впечатление резкого культурного скачка. Сами шумерские тексты объясняли происхождение своих достижений иначе. Они утверждали, что основы цивилизации людям передали боги Ануннаки, а божественные законы искусства, называемые Ми, хранились в городе Эриду и были дарованы человечеству свыше. Само слово «ануннаки» лингвистически означает «потомство бога Ану» и обозначает группу высших богов пантеона, небесную элиту, связанную с космическим порядком и судьбой мира. Первая особенность шумерской религии заключается в том, что ее боги описываются не как абстрактные силы природы, а как организованная иерархия с собраниями, решениями, рангами и зонами ответственности, живущая в храмах-дворцах и требующая пищи, одежды, жертв и ритуального служения,
То есть религия выступает одновременно космологией и системой социальной организации. Важнейшим текстом, отражающим древнейшие представления о власти и времени, является шумерский царский список, известный по призме Вельт-Бланделла. В нем говорится: «После того, как царственность была ниспослана с небес, Эриду стал местом престола». Далее перечисляются допотопные цари с фантастическими сроками правления в десятки тысяч лет — Алулим, Алалгар, Энменлуанна и другие. 8 царей в 5 городах до Великого потопа, после которого царственность снова была ниспослана, но сроки правления резко сокращаются до обычных человеческих величин, что отражает мифологическое представление о далеком золотом веке богов и героев, аналогичное традициям Египта, Индии и Библии. В XIX веке еще одно открытие усилило интерес к месопотамскому наследию. В 1872 году ассистент Британского музея Джордж Смит, расшифровывая табличку из Ниневии, обнаружил текст, почти дословно совпадающий с библейским рассказом о потопе. Это оказался фрагмент аккадского эпоса о Гильгамеше, где герой, царь Урука, ищет бессмертие и встречает Утнапиштима, пережившего потоп, посланный богами. В этой версии причиной катастрофы называется решение богов уничтожить человечество из-за его шума и перенаселения, тогда как бог Энки тайно предупреждает праведника построить корабль и сохранить жизнь. Этот сюжет показывает, что библейская история имеет более древние месопотамские корни, но остается мифологическим повествованием о катастрофе и спасении. Другой текст, эпос Атрахасис, содержит рассказ о создании людей. Боги трудились, низшие боги и гиги взбунтовались против тяжелой работы, и тогда высшие боги решили создать людей из глины, смешанной с кровью убитого божества, чтобы возложить на них труд и освободить богов от бремени. Это отражает древнее религиозное представление о человеке как служителе богов и хранителе космического порядка, а не как автономном хозяине мира. Археологические данные подтверждают, что шумерские города были организованы вокруг храмов и хозяйственных комплексов, где религия, экономика и власть составляли единую систему. Материальная культура Шумера, например, штандарт Ура с изображениями войны и мира, демонстрирует развитую металлургию, военную организацию, социальную иерархию и дальние торговые связи, включая импорт олова для бронзы из отдаленных регионов. Шумеры развили 60-ричную систему счисления, лежащую в основе деления круга на 360 градусов и часа на 60 минут, и создали одну из древнейших традиций астрономических наблюдений, отраженную в текстах серии MUL.APIN, где фиксируются движение звезд, планет и календарные циклы. Религиозные тексты, вроде вавилонского «Энума Элиш», описывают космогонию через борьбу богов и победу Мардука над Тиамат, символизируя установление космического порядка из хаоса. Политическая идеология Месопотамии выражена на стеле законов Хаммурапи, где царь получает символы власти от бога Шамаша, показывая, что закон имеет божественное происхождение, и царь выступает посредником между небом и землей. В поздней традиции, записанной жрецом Беросом, упоминаются мудрецы Абгаллу, в том числе полурыбный Оанес, вышедший из моря и научивший людей письму, ремеслам и законам, что символизирует культурных героев и носителей знаний. Упадок шумерской цивилизации около 2000 года до нашей эры объясняется засолением почв, климатическими изменениями, политическими кризисами и вторжениями амореев и эламитов, хотя в шумерских плачах разрушение городов описывается как решение Божественного Совета и уход богов из святилищ. Шумерское наследие
оказало огромное влияние на последующие культуры Месопотамии и Ближнего Востока, включая библейские тексты, где слово «элохим» грамматически множественно и отражает древние представления о божественном собрании, а мотивы небесных существ и браков богов с людьми имеют параллели в месопотамской мифологии. Многие символы власти — крылатый диск, лев, бык — распространились через культурную передачу и стали универсальными знаками силы и сакральной власти. Сегодня археологические раскопки и дешифровка клинописи продолжаются. Тысячи табличек еще не изучены, и современные цифровые методы помогают восстанавливать утраченные тексты, однако научная картина остается ясной. Шумерская цивилизация возникла в результате длительного развития обществ Месопотамии. Их боги Ануннаки являются мифологическими фигурами пантеона, а мифы о даре знаний богами отражают мировоззрение, в котором порядок, законы и культура исходят от божественного источника, поэтому шумеры с таким упорством приписывали свои достижения богам, выражая идею, что человек является частью космического миропорядка и носителем полученного свыше наследия, а не автономным творцом цивилизации. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.